So once again, this is the suspension of this activity of the behavior, the suspension of the behavior of mind and senses. That is what is yoga. That is what we have to always remember. Мы должны всегда помнить, что йога как раз и есть остановка активности низшего ума. And what is the benefit when the suspension happens? What is the benefit that we get? И какую пользу мы получаем от того, что происходит вот эта остановка? The benefit is that we live in this world and we live such a life that we live as ourselves, our real, that is our real expression, real life. И происходит то, что истинные мы сами начинаем проживать нашу истинную жизнь. Because when the suspension does not happen, Потому что когда этой остановки не происходит, we live not as ourselves. мы живем не как наша истинная сущность, мы не проживаем ее. We live only in terms of our impressions about others, but not our real existence. Мы проживаем в свете и плане того, что думают о нас окружающих, и не проживаем настоящую жизнь, истинную жизнь. So that is what this Patanjali explains. И вот именно это объясняет Патанджали. He says that if this suspension does not happen, if the suspension, if you are able to get this suspended, then your experience of life is very happy and harmonious because it is your original. Он говорит, что если удается остановить низший ум, тогда ваша жизнь становится гармоничной и счастливой. We have two aspects. One is called drashta. Имеется два аспекта. Один называется драшта. Drashta means the one who is the perceiver, who perceives. Драшта – это тот, кто наблюдает. Воспринимает красиво. Тот, кто воспринимает. And then the second one is called drishya. А другой называется дршья. That means the object of perception. Это процесс, объект восприятия. So when this suspension of this behavior of mind and senses is not there, И таким образом, когда остановка ума не происходит, then we live identified with this drishya, that means the object of perception. то мы проживаем нашу жизнь, идентифицируясь с дршьей, объектом восприятия. So that is not our true existence. Это не наше истинное существование. So if the whole life we live only identified with all the objects around us, then we have no time to live as our true existence. И таким образом, проживая жизнь в качестве объектов восприятия, мы не можем проживать нашу истинную жизнь. So it is really an unfortunate event for us, because if you cannot live as yourselves, then you live 60 years, 80 years, 100 years, but you would not live as your true self. You live only always identified with the other person or other object, which is the object of perception. So that means you have no experience. И таким образом это очень печальное событие в нашей жизни, потому что, проживая жизнь в качестве других объектов наблюдения, в качестве других предметов, в качестве восприятия других людей, мы не имеем возможности проживать нашу истинную жизнь в качестве настоящих самих себя. So living, И мы живем 60, 70, 80, 90 лет,
и все время пребываем в состоянии вот этих объектов наблюдения, вместо того, чтобы быть самими собой. So living such a life of living with being identified with the object, И таким образом проживать жизнь, идентифицируясь все время с объектами какими-то. it is caused due to what is called avidya. Это связано с тем, что называется авидия. Avidya means ignorance. Авидия это значит невежество. Видя. Yeah, it is negation. Vidya means Знание. wisdom. Видия это значит мудрость. And if you put before, it is negation. Ignorance. Приставка негативная обозначает невежество. Негативное добавление негативной приставки к слову видия обозначает невежество, отсутствие мудрости. So when you are habituated to get identified, because you could not have this suspension, И когда вы привыкаете идентифицироваться с окружающими предметами, потому что у вас не происходит остановки этого ума, then your experience is not the real experience, because то тот опыт, который вы получаете, не является истинным опытом. for example, when I speak to my wife, or when I think of my wife, I think only myself as a husband, but I forget that basically I am a human being, and basically I am the inner light. I forget all these things, and I think in terms of a husband. Вот, например, когда я разговариваю со своей женой, или когда я думаю о ней, я становлюсь просто ее мужем, и я забываю при этом, что я еще и человек, и я еще и источник внутреннего света. I forget the fact that when I was born, I was not a husband. И я забываю о том факте, что когда я родился, я не был ее мужем. I was born as a human being, Я родился человеком and as a spark of the divine. и искрой божественного. But I forget this, and when I think of her, I speak to her, I am the husband. И я забываю об этом, когда я разговариваю с ней или думаю о ней, потому что тогда я становлюсь ее мужем. So I got identified with my own impression, and then I feel myself, and I try to behave like that, and it is not my true behavior. И я просто идентифицируюсь с неким отпечатком, и я перестаю быть самим собой. И мое поведение становится не настоящим, это не истинное мое поведение. I do not remember that I am a human being. I do not remember that she is also a human being. Я перестаю помнить, что я человек, что она человек. I only remember she is wife and I am the husband. И я только помню о том, что она жена, а я муж. It is true to a certain extent. It is only an imposed, superimposed relationship, but the true relationship is the relationship of the inner light. That we forget. А мы забываем, что истинными взаимоотношениями являются взаимоотношения, основанные на внутреннем свете. Okay, then you may say that, oh, what is wrong if we only remember I am a husband, she is a wife, and why can't we live like this? We can live, but then you are not happy, because always expectation, disappointment, desire, hatred, all these things will come into action. А вы можете спросить, а что ж плохого жить как жена и муж? Но тогда в этом случае во взаимоотношения вмешиваются всевозможные чувства, переживания, ожидания, разочарования, ненависть, еще какие-то чувства, которые приносят разочарование, в свою очередь, скорбь и переживания дополнительные. If I only remember her as the wife, then
I say that because she is my wife, she should be like this. Потому что когда я думаю о ней как о жене, то у меня сразу возникает такое мысль о том, что если она моя жена, то она должна быть совершенно определенного склада. Вот она должна быть такой, такой и такой. So that as long as I remember only in terms of this, then all my behavior is in terms of this impression, and therefore you have no continuous experience of happiness. You have an alternation, happy and happy, happy and happy. И пока у меня восприятие ее идет только как жены, у нас все время будут такие качели. То мы счастливы, то мы несчастливы, то мы в гармонии, то мы в дисбалансе. So like this, at every step in our daily life, if we cannot remember who am I am this divine spark, I am the divine light. So we do not remember because all these things are superimposed. И поскольку происходит вот это вот наложение вот этих вот чувств, переживаний, мы совершенно забываем о том, что мы являемся искрой Божьей, Божьим светом. So that is caused due to avidya. И это происходит именно из-за авидьи. But then you may ask, then why the Creator placed this avidya? Why should be there avidya in creation? Но тогда возникает вопрос, а зачем тогда Творец создал вот эту авидию? Почему в творении должна существовать, есть место такой вещи, как авидия? He should have kept only vidya, only wisdom. Он должен был оставить в творении только мудрость. So why there should be avidya? Почему должна быть авидия? Почему ей место нашлось? If avidya is not there, если авидии нету, нет гармонии. If avidya is not there, your activity in this world is not possible. Если бы не было авидии, то наша деятельность в этом мире была бы невозможной. It is just like, for example, you are asked to enact a play, Как, например, если бы вас попросили сыграть в каком-то спектакле в театре, so you are given a character which you have to enact. И вам дана какая-то роль, которую вам нужно сыграть. So while you are acting on the stage, in the theater, then you should act as if you are that person. И когда вы играете эту роль на сцене, вы должны ее играть, как будто бы вы и есть человек, который наделен вот этими особенностями характера, которые вы изображаете. But at the same time, you should be aware that you are acting, but you can make yourself a best actor. Но в то же время вы должны все время помнить о том, что вы всего лишь играете роль. И если вы будете хорошо об этом помнить, то вы будете прямо самым лучшим актером. But actually it is, suppose for example, if I am acting like a police officer. Вот, например, если мне дана роль полицейского. But really I am not a police officer, only in the theater I am giving the role. Но при этом я не являюсь в жизни настоящим полицейским. Это просто та роль, которую я сейчас играю в театре. And suppose in the same theater, in the same drama, suppose Rudolph is given the role of a thief, for example. И, предположим, в том же самом спектакле, в той же самой пьесе Рудольфу назначена роль вора. So we are enacting the drama, then he acts as a thief, I act as a police. But after coming back, and then I say, now you are a thief, you are a police, that is ridiculous. When we are what we are. Right. И вот мы играем в спектакле, Рудольф играет вора, я играю полицейского, но будет очень не смешно, если мы уйдем уже из театра, отыграв свой спектакль, и я по-прежнему буду настаивать на том, что Рудольф вор, а я полицейский. But when we are on the stage and theater, when we are expected to enact
then if you say Rudolph or Ananta, then it is ridiculous. Then you, there you are police and you are thief. Да, и в то же время будет также точно смешно, если мы на сцене вдруг начнем общаться друг с другом, как Рудольф и доктор Ананта Кришна. So in the same manner, И таким же образом, if there is no avidya, then you cannot make a good enact. You cannot enact your role. и если не будет авидии таким образом, вы никогда не сможете хорошо сыграть роли. But at the same time, you should not get identified with this. Then you will be in a problem. И в то же время нельзя идентифицироваться с этими ролями, потому что если в жизни вы будете идентифицироваться с ними, то у вас будут возникать проблемы. So you should enact, but at the same time not get identified. Так что вы должны играть, но при этом вы не должны идентифицироваться. When I come to your house, I will steal a lot of things. Yes. Он говорит, что когда я приеду к тебе в гости, я у тебя украду много всего хорошего. Раз роль такой назначили. Yes, if you gave me this role, right? So therefore, this avidya is also necessary, but if you are only entangled, if you are just conditioned by this, and when you forget who you are, then you have all these problems. Авидия таким образом абсолютно необходима, но если вы запутаетесь в ней, если вы забудете, что нельзя идентифицироваться, то естественно... Look the figures today in the politics is exactly the same. Да, вот посмотрите, что происходит в политике. Вот именно это и происходит, что люди запутываются в этой авидии. They forget that they are human beings. Yeah. И до такой степени, что они просто начисто забывают, что они люди. The same in the institutional religions. И то же самое происходит в институтах религии. So why should we learn to practice yoga is that we should always be aware of our inner light, our true existence. И поэтому в жизни нам абсолютно необходимо все время осознавать вот этот наш внутренний свет, наше истинное существование. Then we are not at all disturbed by the environment. И тогда окружающая среда никак не может нам помешать. If every moment you are distracted, disturbed, what is the meaning of your life? И если каждый момент своей жизни вы чем-то огорчены, или что-то вам мешает, или что-то вас раздражает, то тогда какой смысл вести такое существование? There was a professor in the university who was over intelligent, and he was asking everybody, what is your goal in life? В одном университете был один профессор, очень умный, очень начитанный, и он любил задавать каждому вопрос, в чем цель твоей жизни? And when the other person tries to explain, then this fellow, because he is over intelligent and so therefore he used to confuse the other person. That is, he takes pleasure in confusing the other person. И когда человек начинал ему пытаться объяснить, в чем цель и смысл его жизни, то поскольку этот профессор был слишком умный, он очень любил запутывать людей. So once it happened, when Master E.K. was working in the same university, so he came and said, he put the same question to Master E.K. also. What is your goal in life? И когда так получилось, что они вместе работали в университете, мастер Икея и этот профессор, то профессор обратился и к мастеру Икеи с тем же вопросом. В чем смысл, в чем цель вашей жизни? And Master said, I have no special goal. I know how to live because I live the life, and you live always in the present. You live the life. The goal means some ideals and all this. He asked, what is your ideal? I have no ideal, he said. I live the life every moment.
И на вопрос о смысле жизни, о цели жизни, мастер Икей сказал, что у меня нет никакой определенной цели жизни. Я проживаю свою жизнь в каждом моменте. А тогда профессор спросил, а какие же у вас идеалы в этой жизни? Мастер сказал, что у меня нет никаких идеалов. Я просто всегда проживаю здесь и сейчас свою жизнь. So when you are able to suspend the activity of your mind and senses, then you can, every moment you can live your life and you can enjoy, you can experience every moment. You are always in the present. И когда у вас получается остановить ум, то вы начинаете жить полноценной жизнью. Вы можете всегда находиться в настоящем моменте и проживать его полностью. So you can make your life livable. Вы можете сделать свою жизнь жизненной, настоящей. So there you will have no reason to complain about anything in your life. И тогда у вас отпадет всякая необходимость жаловаться на что-либо в своей жизни. Otherwise, you will dwell in the future or you will dwell in the past. А в обратном случае вы все время будете пребывать то в будущем, то в прошедшем. Because some people think that we should have many ideals in life. Потому что некоторые люди полагают, что в жизни нужно иметь большое количество идеалов. But you know what an ideal means? А вы знаете, что такое идеал? Krishnamurti said that an ideal is but action postponed. Кришнамурти как-то сказал, что идеал – это отложенное действие. I have a great ideal that I should do this. That means you are not doing this now. У меня, скажем, есть какой-то идеал, к которому я должен устремиться когда-то. Это значит, что в настоящем моменте вы ничего не делаете. So if you ask me what is your ideal, if I say my ideal is to practice yoga, that means you are not practicing now. И если, скажем, вы меня спросите, а в чем состоит ваш идеал? И я скажу, что мой идеал заключается в том, чтобы практиковать йогу. Это значит, что в настоящий момент я ее не практикую. So that is the practice of yoga in its true sense is to make you live in the present always as your inner light. Наука йоги состоит именно в том, чтобы всегда жить настоящим, да еще и так, как будто вы все время находитесь в свете. So you should be able to discriminate. What did you say? What is the? Can you repeat again? Maybe I didn't hear you. Inner light. To live in the inner light. As the inner light. Проживать жизнь, как будто вы и есть этот внутренний свет, Which is your true existence. который и есть ваше истинное существование. So you must be able to discriminate between drashta and drishya, but means the perceiver and the object of perception. И поэтому очень важно уметь различать между тем, кто воспринимает, и объектом восприятия. So for example, when I think of my body, Например, когда я думаю о своем теле, so the body is drishya, it is not drashta. то тело это дрисья, это не драста. That is why I can say that I have a body. И поэтому я могу сказать, что у меня есть тело. So you can use your body, but you should not get identified with your body. Вы можете использовать свое тело, но вы не должны идентифицироваться с телом. But in our daily experience, when we are not practicing yoga, how we live is. Но в нашей каждодневной жизни, когда мы не практикуем йогу, то, как мы живем, это... For example, you have a pain in your head. Например, вот у вас болит голова, скажем. Then I say, oh, I am suffering from pain. И тогда человек, который страдает головной болью, говорит, что ой, я очень страдаю от головной боли. But in fact, it is not the I am which is suffering the pain. It is
a part of your body. It is only your body. Но на самом деле это не я есть, который испытывает эту боль. Эту боль испытывает просто часть вашего тела. But in the beginning, it will be like a shock for us. Но вначале это как шок для нас. Suppose my shirt is torn. Suppose I am walking without noticing some thorn, and it has torn my shirt. Вот, предположим, я прохожу мимо какой-то колючки. Эта колючка берет и разрывает мою рубашку. So, it is only the shirt that is torn, but not myself. И что ж такого-то? У меня только разорвана рубашка, я сам не пострадал. So then what I will do? I will just leave this shirt and take a better one. Что же я сделаю? Я просто сниму эту рубашку и одену другую, которая еще лучше. But if I get identified with my shirt, then I say, oh, I feel very sorry because my shirt is torn. Но если я буду идентифицироваться со своей рубашкой, мне будет жалко себя и свою рубашку, я буду очень сожалеть о том, что она порвана. So the same thing if you feel with your body also. И то же самое с телом. Of course, you should not, you should take care of it, but at the same time, you should not get identified with this. Конечно, за телом нужно следить и ухаживать за ним, но не нужно с ним идентифицироваться. You can use your clothes, you can keep them clean, that is good. Конечно же, надо использовать одежду, нужно содержать ее в чистоте, это хорошо. Because there are some persons who have some mental distortion, and then they do not leave their clothes because, and then even then it is dirty, even then it is torn. Then say, and if you advise him to leave the clothes, they say, no, I cannot leave my clothes because he feels identified with the clothes. Вот, например, есть такие люди, которые все время носят свою одежду, она уже старая и рваная, и не хотят ее снимать. И им говорят, ну сними одежду, надень новую, но как же я сниму, это же моя одежда. So a person who is identified with every part of his body is not wiser than this person. И человек, который идентифицируется с каждой частью своего тела, он нисколько не более мудр, чем вот этот человек. So therefore, we must remember. И поэтому мы должны помнить, What is drashta, what is drishya, what is drashta every time. и все время помнить о том, что такое драста и что такое дрисья. So the relative relationship, the relationship which is relative. Относительно вот, what do you mean by relative relationship? That means, for example, I have purchased a car. Вот, например, я купил машину. Here car is drishya and I am drashta. Вот машина в этом случае будет дрисья, а я буду драста. So that is a machine which is not myself. Эта машина не является мной самим. And when you speak of your body also. И то же самое, когда вы говорите о своем теле. So generally what happens, we can do it with all the other objects, but with the body, then if I am the body, that is how we feel. Ага, мы можем прекрасно легко отделить себя от всех окружающих предметов, но очень трудно отделить себя от своего тела. Как же, это же мое тело, я его чувствую, ощущаю. So this relationship between drishya and drashta, you have to apply at every step. Но вот это взаимоотношение между драстой и дрисья, нужно применять его на каждом шагу своей жизни. So with your body, with your senses, with your mind. В отношении тела, в отношении чувств, в отношении ума. Also with your intelligence. Также со своим умом. So ultimately, you will realize that you are the drashta, you are the one. И в конце концов вы осознаете, что вы являетесь драстой. Drashta is only singular. А драста – это то, что может быть только в единственном роде. And drishyas are innumerable. А дрисья – их бесчисленное количество. So,